Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обзор своего платья и платья своей дочери. У нее 44 размер, у меня 54. Это платье изготовлено из льна, ткань с купоном. Вот вы видите на спинке у меня вот такие интересные, красивые цветы, вышивка. Это наш купон. И когда я приобрела эту ткань, не приобрести ее я просто не могла, потому что как только я ее увидела в магазине в дальнем углу, она обладала каким-то таким таинственным магнетизмом, она тут же меня к себе притянула, и я не смогла ее не купить. Ну и, соответственно, мне пришлось подумать, как же так разместить этот купон, чтобы это был не традиционный вариант, не так, как мы привыкли, по низу изделия или поверху, а вот как-то по-особенному. И вот, размышляя над этим всем заданием, которое я себе выдала, у меня получилось такое решение. Это спереди платье, а сзади вот такой вот вариант болеро накидки, как будто бы ткань не спадает с плеч. Вот сейчас вы увидите на манекене. Сзади у нас сарафан и наше вот такое болеро. Вот вы видите наша выточка, и эта выточка переходит в рукавчик и переходит в линию верха нашего сарафана. Вот такое решение у меня возникло. Здесь у нас нет плечевого шва. Это вот наша ткань, купон, ширина 1,5 метра. Вот край ткани, и дальше вот здесь, не разрезая, он проходит по всему платью и заканчивается вот линия ширины нашей ткани. И, соответственно, внизу возникла необходимость сделать полосу, удлинить длину платья, которая по спинке вот обыгрывается шлицей. Ну и у меня полоса короче, потому что я первоначально себе задумала вот такую двоечку с брючками для возможности повседневного ношения в городе и на работу, а укороченный вариант без брюк для отдыха. Ну, я очень довольна этим нарядом своим, потому что, во-первых, цвет ультрамарин, такой светлый ультрамарин, который просто вызывает восторг у моих клиентов, все мне делают комплименты. Ну, и я тоже люблю мой девиз, как быть яркой на своем празднике жизни. И вот это платье как раз мне создает праздник на работе, я получаю от него удовольствие. Это платье достаточно простое в крое, то есть у меня так же, как вы видели на платье дочери, вот выточка, у нее она повыше, у меня пониже, она переходит в мой рукавчик и сзади переходит вот в такой же точно сарафанчик. Бретельки сарафана, вот они входят в сарафан, и вот здесь они крепятся к обтачке горловины. Вот таким образом у нас фиксируется спинка. Вот здесь вся эта система, она держится на горловине, на плечах, наша спинка. Ну и здесь средний шов проходит, возможность в этом среднем шве расположения молнии, змейки. Вот вы видите линия верха нашего сарафана, вот она четко переходит в выточку. И, рукав, соответственно, вот в этом месте, это контрольная точка рукава, вот как раз в нее и введена наша выточка, приходит. Вот по прямой выточка переходит в наш рукав. Сейчас вы это все увидите на выкройке. Дочь захотела сделать себе вот такой вот рукавчик, фонарик, такую
кулису с резиночкой. И ну, достаточно так интересно и свежо смотрится на ручке. Мне захотелось немножко по-другому низ рукава обыграть, более такое как бы легкое решение, вот именно с неспадающего платка на плечах. Как бы так неожиданно, перед у нас без узора, и потом мы поворачиваемся, и на спине вот такой интересный рисунок. Такое, можно сказать, неожиданное решение. И, соответственно, под нашу вышивку я сделала поясок, сплела из ниточек, и вот оно все в таком фольклорном стиле, верх в стиле бохо, достаточно свободный, легкий, непринужденный, для лета удобный вариант. Сейчас мы с вами на выкройке более подробно разберемся со всеми нюансами моего кроя. Вот вы видите моя выкройка. Здесь низ изделия, горловина, перед, сгиб. Здесь у меня по бедрам вот 56 сантиметров полуобхват, это соответственно 112, без бокового шва и выточка сзади, задний шов. Здесь изображена одновременно выкройка для меня, и я пристраивала выкройку своей дочери. Вот нюансы по выточкам. Ну и соответственно ширина изделия корректировалась. Это ее основа переда. Вот по ее основе переда горловина. Я совместила горловину и для себя, и для нее. Единственное, вот место расположения высоты нашей выточки. У меня она поглубже. Вот завершение этой выточки, и она переходит в мой рукавчик. Вот этот участок, он идет на обработку верха нашего сарафана. Поэтому его как бы тут безотходное производство. Вот наша выточка, ее точки, которые совмещаются такой формы. У дочери выточка заканчивается, вот ее выточка на основе, но заканчивается, я ее привела вот сюда. И продолжается линия нашего рукавчика. Вот мы перемещаемся. Соответственно, в вашем случае конкретном вы можете вашу основу с боковым швом, то есть у вас уже, мне не хотелось делать швов, вы можете варьировать, как вы привыкли, то есть это ваше платье. Как вы привыкли, так вы себе его и кроите. Единственное, вот у меня здесь нет плечевого шва, и вот сразу переходит вот выкройка в нашу пелеринку. Пелеринка, которая опять же со сгибом, вот ткань наша. И два варианта. Вот у меня вариант идет на заужение и вот широкий подворот, а у дочери вот этого всего нет, у нее вот просто по кругу вот так вот выходим на нашу спинку. Сейчас я вам скажу размеры. Пелерина по спинке вот здесь в готовом виде 43 сантиметра. 43 сантиметра. Ну и соответственно вот это ширина нашей ткани. Вот у меня как раз на всю ширину выложились мои рукавчики. Вот здесь наш сгиб, это край ткани. И я оставила вот широкий подворот. Вот вы видите, широкая обработка низа рукава. Мой купон. Вот мой купон. Он был, ткань была у меня 1,40 м. Вот 1,40 м. И я как раз разместила, вот в этой части проходит рисунок.
Причем лен сейчас в таком большом количестве, и лен, и катон, с красивыми кружевами, вышивкой, узорами. Поэтому вы сможете подобрать под этот летний наряд различные купоны и обыграть вот именно в этом фасоне. Горловинка у меня, размер ее, ну вот 13 сантиметров по нашему сгибу, это с припуском, и 9 сантиметров по плечу. Ну, опять же, вы можете сделать V-образный ворот, более такую широкую лодочку. То есть это у меня на выкройке, а в жизни я сделала это отверстие так, чтобы у меня удобно проходила голова. Вот вы увидели, что это единая ткань, не разрезная, без плечевого шва. Единственное, это вот ваша высота груди, ваша выточка, которую, когда вы приложите свою основу, вот так, чтобы у вас выложилась горловина, плечо. Сейчас я вам покажу схему, как я делала эту выкройку. Вот у меня край моей ткани. Это сгиб по переду. Сюда размещается наш перед. И вот высота выточки, я ее перевожу в контрольную точку на пройме. Вот наша выточка, вот она сюда и приходит. По боку я добавляю нашу спинку. И вот, это как раз наша спинка. Это у нас выточка сбоку проходит. Здесь у нас выточка по спинке. И здесь мы можем дать небольшой прогибчик по спине, забрать лишний объем. Вот здесь по основе формируется боковой шов, и вот это выпад, то есть для тех, кто любит приталенное по фигуре. Я убрала, у меня на моей выкройке вот этого нет. Я оставила себе заднюю выточку и задний шов. Теперь вот эта линия у меня продолжается вот в мой рукавчик. И здесь наша горловинка спинки. Тут у меня 43 сантиметра, это пелеринка. И вот конкретно для моего случая я сделала вот такое заужение с подворотом цельнокройным от нашего сгиба 43 сантиметра. Вот 43 сантиметра. Вот здесь я делаю заужение. То есть вот здесь у меня уже застрачивается мой рукавчик. Вот, вы видите? Вот здесь место, которое не застрочено, а вот это место застрочено. Так, вот ширина моего рукава. Сейчас я вам уточню. И ширина, вот эта ширина у меня тоже 43 сантиметра. Значит, 43 сантиметра здесь, здесь и здесь. Поэтому как бы все очень быстро и просто запомнить всю геометрию. Ну а эта часть, это уже индивидуально. То есть вы раскладываете свою спинку с боковым швом, без бокового шва, с приталиванием, как вы захотите. Горловина, соответственно, больше, лодочка или вырез, то есть опять же, или же каре, или как овал, как вы захотите. Длина, соответственно, вот вы можете короче или же длиннее, это тоже от вашего индивидуального желания. У моей дочки это решение, вот я изменила, сделала ей рюшечку, то есть я вот таким образом вот это все плавно
вывела по кругу. И вот участок, где я зашила, вот здесь у меня образовалась моя кулиска. То есть я зашила вот только вот в двух местах, вот здесь и вот здесь. И сюда вставила кулису. Поэтому у нее вот немножко другое решение, но тоже достаточно интересное. У дочки, соответственно, была чуть выше линия груди. То есть это вы, опять же, уже индивидуально это все под себя вводите, мою идею. Вот я вам сейчас окончательно изображу картинку, то, что должно получиться. Так. Это выточка наша и спинка. Так, здесь я пунктиром покажу наш сарафан. И вот бретельки крепятся к обтачке горловины. То есть у меня вырезалась обтачка широкая достаточно, которая вот здесь вот в плечевом шве пришивалась моя бретель. Ну вот такая модель. Эта модель очень симпатично смотрелась из однотонной ткани без купона. То есть великолепное было такое стильное платье, фотографию которой вы сейчас видите на мониторе. У меня здесь мой узор, но очень красиво смотрится это платье без узора в однотонном варианте. Надеюсь, вам понравилось мое чудесное платье, вот с такой чудесной спинкой. Пишите комментарии, мне очень приятно, когда вы мне присылаете свои отзывы. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч на канале Мода с Ладанной. Всего вам доброго!